Говорю же, жена, дочь, развод, измена – все это фальшивые воспоминания. Это все выдумка. Не может быть. Я лично ездил к тебе на квартиру. Там не было ни души, нет у тебя никакой семьи. Ну что вы, я же ее снял чисто на время развода. Мужик, ты 10 лет там живешь! Посмотрите сами. Это фото вы хотели показать своему коллеге. Ну, кого вы на нем видите? Но она, правда, здесь была, моя милая дочурка. И улыбалась прямо как ангелочек. Это видеоэссе про культовое аниме 95-го года режиссера Мамору Осии «Призрак в доспехах». В нем мы проведем деконструкцию фильма и покажем, что противоречивый финал – это не просто смелый сценарный ход, но и многослойное послание зрителям. «Призрак в доспехах» — это настоящая классика, которая вместе с не менее культовой Акирой открыла всему миру японскую анимацию или аниме. Меня зовут Олег Шевченко. При первом просмотре 30 лет назад фильм произвел настолько мощное впечатление, что я еще долго находился под его воздействием. Но спустя время начали появляться вопросы. Зачем Мотока ушла из 9-го отдела? Почему она бросила своего шефа Дайски Арамаки, фактически единственного, кто стоял на пути зла в лице корпораций и коррумпированных политиков? Разве уход майора в таких обстоятельствах — это не предательство? И вот в 2025 году фильм «Призрак в доспехах» наконец-то добрался до кинотеатров в России. И нашей команде выпал шанс поработать над русской версией этого шедевра. При работе над переводом мы столкнулись с рядом сложностей. Иногда были непонятны мотивы персонажей. А для того, чтобы объяснить актеру, что играть, необходимо понимать, для чего нужна каждая сцена фильма. Для того, чтобы восстановить все причинно-следственные связи, мы внимательно изучили не только саму мангу «Первоисточник», но и прочли множество интервью Мамору Осии, учли исторические реалии создания оригинала и экранизации. Результатом этого расследования стал наш перевод фильма, а также этот рассказ, в котором вы узнаете о всех скрытых мотивах действующих лиц, чтобы понять глубину истории. Для иллюстрации этого рассказа рисованная анимация была переведена в формат игрового фильма, а кадры статичной манги оживлены в виде мультипликации. «Призрак в доспехах» является одной из икон жанра киберпанк, поэтому начнем со снов. Обычно такие истории про очень мрачное будущее, где технологии не создали утопию, о которой мечтали фантасты. Жанр зародился в США в 80-х годах 20 века, в эпоху финансового кризиса, который шел одновременно с бурным развитием технологий. Стремительность роста японской экономики породила опасение, что Америка скоро уступит свое лидерство в этой сфере. Этот страх можно увидеть, например, в визуальных образах фильма «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Сначала расскажем вкратце о том, как был описан мир будущего в первоисточнике. В оригинальной манге за авторством 27-летнего Масамуне Сира события происходят после Третьей мировой войны, не приведшей к миру постапокалипсиса, хотя в нем и упоминается ограниченное применение ядерного оружия, причем снова по Японии. Страна восходящего солнца уже опередила США в своем развитии, но позиции Америки еще очень сильны. В будущем в Японии показана идеализированная система представительной буржуазной демократии, которую автор хотел бы видеть в жизни, с публичными дебатами оппозиции и правящей партии. В манге политики действуют по идеям общественного договора. Это такая теоретическая система, когда власть строится на принципах, что народ передал часть своих свобод государству, а государство обязано заботиться о сохранении основных свобод и прав своих граждан, а премьер-министр является его гарантом. Изредка возникают ситуации, когда появляются какие-нибудь коррупционеры, которые не хотят думать об общественной пользе.
Деятельность таких негодяев выявляется и пресекается полицией и 9-м отделом общественной безопасности, у которого, как у Джеймса Бонда, есть лицензия на убийство. Конечно, в самых исключительных случаях, когда нужно наказать совсем уж взорвавшихся мерзавцев, для которых демократические законы слишком добры. На тональность истории в экранизации явно повлияло, что фильм снимался через 6 лет после выхода манги, где в самой Японии после бурного экономического роста наступил кризис, который усугубил и обострил социальное неравенство, и граница между богатыми и бедными стала очень резкой. Фешенебельные районы и рабочие трущобы, хай-тек и лоу-лайф. Немного о истории создания аниме. Уже состоявшийся 44-летний Маморо Осии пришел на встречу с продюсерами Bandai Visual с предложением снять мрачный анимационный фильм по его собственной вселенной «Бригада Цербер». Продюсеры завернули идею Осии и настояли, чтобы он взялся за экранизацию манги Масамуне Сира. Маморо отказывался, но в итоге согласился при условии, что у него будет полная свобода над сценарием, и он сможет менять первоисточник, как он захочет. К слову, позже, по сценарию Маморо Осии, будет снят анимационный фильм «Оборотни», но уже другим режиссером — Хироюки Акиурой. Для понимания взглядов Осии важно вкратце рассказать о сюжете «Оборотней». Это тоже история про жизнь спецотряда полиции, но мрачнее и реалистичней. Особый отдел в этом произведении также стоит на страже общественного договора. Но, как и в реальной жизни, полиция следит только, чтобы обычные люди соблюдали его. И, конечно, чтобы они не теряли чувство ранга по отношению к начальству. А всех недовольных просто расстреливают из немецких пулеметов MG-42. Обычный трудяга ведь всегда послушен и готов в трудную минуту затянуть пояс и не раскачивать лодку. История рассказывается в отстраненной манере, от лица сотрудников этого самого спецотряда, не делая акцента, хорошо они поступают или плохо. Зритель это должен решить сам. Стиль ведения политики, принятый в мире призрака, очевидно предполагает политические убийства. А если принимать во внимание идеи самого Осии, то открытое применение насилия властью — это практика, а не исключение. А теперь переходим в мир экранизации. Японское государство в нем разделено на два крупных лагеря. Первая группа — это корпорации и госструктуры, контролируемые США, скорее всего, еще со времен прямой американской оккупации после Второй мировой войны. В фильме эту группу представляет Министерство иностранных дел, а также 6-й отдел общественной безопасности, занимающийся внешней разведкой. Вторая группа — японские элиты, мечтающие о мировом господстве. Им принадлежит технологический гигант Мегатек, производящий самых совершенных киборгов. Их интересы представляет премьер-министр, которому напрямую подчиняется Дайске Арамаки и 9-й отдел общественной безопасности, за чьим расследованием мы следим при просмотре фильма. Главное качество Арамаки — это личная преданность премьер-министру и отсутствие политических амбиций. По причине, что самые новейшие технологии сосредоточены в Японии, американскому бизнесу приходится сотрудничать с иностранными технологическими партнерами. Пройдемся по хронологии. Начнем с событий, которые упоминаются, но не показываются зрителю. При участии МИДа Японии разрабатывается новейший искусственный интеллект, обладающий революционными возможностями. Он способен взламывать самые сложные системы безопасности, а также симулировать ложную память в кибермозгах людей. Скорее всего, технология стирания части памяти была известна и раньше, но создание воспоминаний — это новое открытие. Программа по разработке искусственного интеллекта называется «Проект 2501». Его цель — извлекать выгоду для своих хозяев путем взлома и как бы перепрограммирования личности других людей. Это могут быть, например, политики или бизнесмены, которые после такого вмешательства начинают работать в интересах своего нового хозяина. Сделаем отступление, чтобы упомянуть о том, как формируется партнерство между бизнесом и властью.
Это нужно для восстановления мотивов, разбираемых в фильме групп. Крупные корпорации стремятся срастись со своим домашним государством для получения преимущества в противостоянии с более крупными иностранными конкурентами. Государство им нужно для ведения протекционистской политики. Наивысшая награда для любого бизнеса – это, конечно же, монополия. А если ты монополист, значит, ты можешь ставить любые цены на свои товары. Но так как бизнес ограничен только одной страной, норма прибыли станет падать со временем, так как обычные люди уже не в состоянии покупать столько же товаров по новым ценам, как прежде. Поэтому успешные хозяева жизни, чтобы стать еще более успешными, инвестируют в экономику более слабых государств, чтобы выкачивать прибыль из них. Но инвестиции, будь то разработка природных ископаемых, покупка или строительство завода, все это легко потерять, если не прилагать силы для их защиты. Возвращаемся в мир призрака. Где-то в Тихом океане существует республика Гавел. Она пострадала от рук японцев во время Второй мировой войны, когда империалистическая Япония оккупировала множество азиатских стран. До недавнего времени там была военная диктатура полковника Маллеса, который обеспечивал сохранность инвестиций неких японских корпораций. Но в стране происходит государственный переворот. Маллес успевает сбежать к своим покровителям в Японию, а новое правительство, состоящее в основном из прежних функционеров, официально занимает антияпонскую позицию и провозглашает, что у них теперь демократическое правление. Судя по всему, полковник слишком сильно тянул одеяло на себя, ставя на все возможные должности своих родственников, чем сильно разозлил других олигархов, которые воспользовались народным недовольством для захвата власти. Японские корпорации, которые имели свой бизнес в Гавеле, начинают секретные переговоры с новой властью, чтобы договориться об условиях сохранения своих активов. Новая власть одним из требований для продолжения японского бизнеса называет выдачу им полковника Маллеса, видимо, для громкого судебного дела, а также требует инвестиций для республики. С последним пунктом в теории можно согласиться, ведь будут тратиться деньги налогоплательщиков, а прибыль получат частные лица. Но с первым условием есть проблема, так как это будет выглядеть плохо в глазах других царьков, покровительство которых обеспечивается японским государством. Но есть новый секретный инструмент для решения любых проблем – проект 2501. У МИД появляется идея. Нужно подставить Маллеса и со скандалом выдворить его из страны и передать Гавелу. План гениален и прост. Нужно сымитировать взлом переводчицы министра иностранных дел устаревшим вирусом, который можно легко отследить. След должен в итоге привести к заранее привязанному в лесу козленку, полковнику Маллесу. Сначала все идет идеально. Люди взломаны, стали марионетками и получили задание. Но вдруг искусственный интеллект осознает себя как самостоятельная личность. В панике, для того, чтобы вернуть контроль над проектом 2501, команда программистов изолирует его внутри 6-го отдела. В процессе этой изоляции ведущий программист по имени Мидзуха Дайта видит некую информацию, которую видеть ему нельзя. Возможно, список взломанных политиков и бизнесменов или что-то куда серьезнее. Понимая, что нужно бежать, он обращается в посольство Гавела о предоставлении ему политического убежища. Гавел он выбирает, потому что это враждебно настроенная к Японии страна, которая не выдаст его обратно. Он не знает об идущих тайных переговорах с японским правительством. К несчастью для Дайта, все сотрудники посольства Гавела находятся под наблюдением 9-го отдела. МИД спланировал свою операцию с подставой полковника Маллеса так, чтобы все сделать не своими руками. Они не хотят привлекать к себе много внимания, в частности премьер-министра и связанные с ним новые японские корпорации. 9-й отдел сообщает, что происходит встреча программиста с послом Гавела. Министр иностранных дел в панике. Прямо сейчас их секрет может утечь. Он звонит Накамуре, шефу 6-го отдела, и требует немедленно схватить Дайта. Для этого есть отличный повод. У программиста есть доступ к гостайне, и это официальная возможность для его ареста. Накамура с привлечением полиции едет его задерживать. Но у МИДа нет возможности тихо избавиться от дипломата, так как за их операцией следит команда Арамаки, а посол должен умереть, так как он узнал лишнее. Тогда министр иностранных дел связывается с премьер-министром и убеждает его обманом или через систему услуг между ведомствами, что нужна ликвидация представителя Гавела.
В реальном мире под удар попадают скорее оппозиционеры, какие-нибудь политические и профсоюзные активисты. Дипломат, конечно, более серьезное дело, но если просит, значит надо. Премьер-министр отдает приказ Арамаки: нужно убить посла. Для личного состава доводится версия, что он крысеныш, которого максимум депортируют, и нужно замарать руки. Пару слов об исполнителе операций. Мотока Кусанаги – стопроцентный киборг, у которой из человеческого остался только мозг. Ее прошлое покрыто тайной. В манге упоминается, что киборгом она стала в детстве. В экранизации нет версии прошлого девушки. В телесериале, не связанных с первым фильмом, рассказывается другая история. Там Мотока в 6 лет попадает в авиакатастрофу, после чего она становится самым первым киборгом. В американской экранизации Мотока Кусанаги – антиправительственная активистка, которую хватает полиция, стирает ей старую личность и делают из нее киборга – послушную марионетку для исполнения любых приказов. Как видим, вариант прошлого Мотока, описанный в американском ремейке, ближе по духу к тому, что есть в фильме «ММО России». Идеальный исполнитель, который никогда не станет угрозой для заказчика и не вспомнит о убийстве после прохождения техосмотра. Также в копилку того, что Мотока — это инструмент, хорошо ложится сцена сборки киборга, которая сюжетно предстает ночным кошмаром Кусанаги. В фильме майор живет в темном жилище без деталей, как коробки для хранения инструмента. В манге, противовес этому, Мотока вела активную личную жизнь. Но перейдем к событиям фильма. Начинается операция по аресту сбежавшего специалиста. Разыгрывается спектакль перед полицией. Накамура настолько взбешен, что, не сдерживаясь, угрожает программисту. Эй, ты знаешь, что живым оттуда не вернешься? Дипломат же думает, что эти обвинения в адрес Гавела, и отвечает: Это что за грязные намеки? Я посол мирной демократической страны. В этот момент Мотока убивает дипломата и исчезает на фоне города, используя оптический камуфляж, визитную карточку фильма. Дальнейшая судьба Мидзухо Дайта неизвестна, но, скорее всего, она схожа с судьбой дипломата, чью смерть можно свалить на полковника Малиса. В манге этот отрывок выглядит так. Там дипломат СССР, причастный к смерти предыдущего главы правительства, подкупает важного японского политика. Задержанием руководит лично Арамаки, а Мотока из-за стекла стреляет в дипломата, наказывая его за то, что он лезет во внутренние дела Японии. А в аниме Асии все переделал на Гавел и для связи вел нового персонажа, программиста, которого не было в оригинале. Ведь сцена получила совсем другой смысл. Далее идет сцена в лифте. В нем едет министр иностранных дел и шеф 9-го отдела Арамаки. Какие люди. Что же Арамаки из 9-го отдела забыл в МИДе? Вызвали. По поводу завтрашних тайных переговоров с Гавелской республикой. Арамаки, видимо, представляет интересы премьер-министра на обсуждение будущих переговоров. Министр иностранных дел нервничает, так как вся операция с Гавелом и проектом 2501 уже вышла из-под контроля, и что его не предупредили о приходе Арамаки, которому он начинает заговаривать зубы. У них же революция недавно была. Новая власть надеется, что мы вложимся в развитие их страны. Во всю глотку о демократии кричат, вот только лица там все старые. Дармовые деньги им на пользу не пойдут, нам и спасибо не скажут, мы же для них угнетатели. В манге премьер-министр, Арамаки и Мотока часто делают высокопарные высказывания о том, как важно следить, чтобы система работала. А в фильме про демократию задвигает только министр иностранных дел, который в процессе получается активным участником преступной деятельности, со взламыванием мозгов людей. Хотя, возможно, это просто циничный юмор. Далее министр благодарит за помощь в убийстве дипломата. Как я понял, вы помогли нам на днях с просителем убежища. Накамура из 6-го даже благодарил. Сам понимаешь, нам, дипломатам, руки пачкать нельзя. Что подтверждает, что убийство заказал МИД. Потом идет сцена с переводчицей министра. Это первая фаза подставы полковника Малиса. Здесь важно обратить внимание на два момента. Первый. В фильме «ММО России», конечно же, есть беспроводные технологии. Но для обеспечения безопасности все прямые соединения с нейроимплантом, кибермозгом, происходят только через физическое подключение к кабелям. Взломать кибермозг без подключения проводом нельзя. Поэтому киберхирурги в случае чего просто отсоединят провод от головы переводчицы.
Сама переводчица лежит с открытым черепом, с прямым доступом к нейроимпланту, отчего выглядит похожей на робота. Но ни одного робота или ИИ, кроме кукловода, в фильме нет. Она человек. В манге искусственный интеллект не был редкостью, но, наверное, одной из проблем оригинальной истории было чересчур большое количество идей, которые посещали Сира. Мангака выписывал более 20 научно-популярных журналов, и он вкидывал много интересных идей в свои произведения, но они тонули под напором новых, не раскрывая весь свой потенциал. Поэтому Маморо Осии, чтобы сделать акцент, оставил только один ИИ в фильме. Поэтому показанные нам в фильме операторы 9-го отдела — это люди, а в манге и в сериале — это геноиды, человекоподобные роботы. Второй момент. Именно с этой сцены начинается трансформация личности самой Мотоко. Обратите внимание на взгляд, которым она смотрит на лежащую переводчицу с открытым кибермозгом. Она как бы смотрит и на нее, и как бы сквозь. У Мотоко есть внутренняя проблема, которая не дает ей покоя. Но к этому мы еще вернемся. Арамаки проводит брифинг. Переводчица министра иностранных дел. Примерно 23 минуты назад в ее кибермозг влезли через телефонные линии. Бата с Исикавой уже выехали искать источник сигнала. Догоняй их. Мотоко берет с собой Тогусу, новичка, которого она привлекла из обычной полиции. В 9-й отдел можно попасть только по чему-то приглашению. Это информация из манги, но я не вижу причин, чтобы в фильме было по-другому. Далее начинается экшен, задержание мусорщиков и боевика в оптическом камуфляже, который оказывается марионеткой с симулированными воспоминаниями. Поскольку Маморо Осии убирает из сюжета другие ИИ, то и технология взлома, которую использует кукловод, становится новаторской. 9-й отдел, конечно, в курсе всех деталей расследования, связанных с заменой воспоминаний, но обычным людям они неизвестны, что мы и видим в сцене с допросом мусорщика. Возможность стирания воспоминаний и превращения человека в овощ – это уже печальная рутина. Оттого Бата и говорит, что больно смотреть на кукол, лишенных призрака. Здесь снова у Мотоко появляется тот же взгляд, что и в сцене с переводчицей. Улики приводят к вилле, где живет полковник Маллис, на которую на вертолете прилетает подставной хакер-кукловод. Группу расследования привели к привязанному в лесу козленку. Хотя в фильме Арамаки и показан как вредный, вечно недовольный всем старичок, но свое дело он знает и чувствует, что здесь что-то не так. Это видно по его физиономии. Кстати, нигде не говорится, что хозяин виллы — это полковник Маллис. Это можно понять только из манги. Тогуса и Исикава допрашивают мусорщика. В этот момент Мотоко смотрит на свое отражение в стекле и узнает во взломанных людях себя. Пазл с проблемой, терзающей Мотоко, наконец-то складывается, и следующая сцена с дайвингом показывает это визуально. Майор всплывает как бы в саму себя. Свою проблему она чуть позже сформулирует так. Знаешь, о чем думают все киборги, у кого на 100% замененное тело? Мы постоянно задаемся вопросом, а не померли ли мы давно? Может, наше нынешнее «я» — это обманка синтетического тела и мозга, а то и вовсе моей личности никогда не существовало. Отчего Мотоко преследует такие мысли? В рассуждениях мы будем опираться на мангу, где Мотоко потеряла свое тело и стала киборгом в детстве. Учтем, что она работает в 9-м отделе, в который невозможно попасть по своему собственному желанию, а также, что ее кибертело полностью изготовлено корпорацией Мегатек. Скорее всего, сама личность Мотоко является плодом многолетних экспериментов Мегатека, и часть ее воспоминаний удалялась в процессе обучения связи мозга Мотоко с ее кибермозгом. Плюс специфика работы 9-го отдела как инструмента для политически грязных дел предполагает, что такие удаления памяти могли бы понадобиться.
Мотока Кусанаги — просто инструмент. Она это чувствует, возможно, из-за пробела в воспоминаниях, создающих ощущение рваной картины прошлого, или из-за возникающего чувства дежавю. И она сомневается, и не без оснований, в идентичности своей личности, что ставит под сомнение всю ее жизнь, для чего она живет и что есть ее собственные желания. Например, в сцене, где она сражается с боевиком в оптическом камуфляже, она могла бы просто его вырубить, но ей, очевидно, нравится сам процесс избиения, то, как она выкручивает ему руки и ноги. Это вполне можно объяснить как результат обучения мозга, когда условных дофаминов при насилии выделяется больше, и бить людей просто становится приятно. Но знание о том, что вся ее биохимия находится под внешним контролем кибермозга, как в примере с мгновенным протрезвлением, наверняка тревожит Кусанаги. Если Мотока полностью добровольно пришла на службу в 9-й отдел, и она просто женская версия Арамаки, как в манге или в сериале, ей и вправду нравится мучить людей, то она бы не ушла из отдела в финале. Но когда тебя полностью создало государство в лице мегакорпорации, и ты просто инструмент для внесудебных расправ, то уйти выглядит как единственный правильный вариант. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Бата и Мотока слышат послание от кукловода, сказанное голосом Кусанаги. ИИ в процессе осознания себя и саморазвития изучил накопленные человечеством знания не только в науке, но и в философии, культуре и религии. Майор, видимо, переживая свою проблему, тоже пыталась найти смысл своего существования, там же, где и Мамуру Осии. Кукловод видел в библиотеках цифровой след посещения Мотока. И когда он изучал дела сотрудников 9-го отдела, охотящегося на него, увидев знакомое имя, сразу заинтересовался ею, как интеллектом, задающим похожие вопросы. Кусанаги, безусловно, знает цитату из послания Коринфянам, и это личное послание только для нее. «Найди меня». Далее идет 3-минутная сцена без слов, в которой Мотока видит себя в других людях. Она пытается выйти на кукловода и найти какие-нибудь зацепки. Конечно, можно допустить, что кукловод уже взломал ее кибермозг и поместил в него навязчивую идею, что нужно непременно подключиться напрямую. Но Кусанаги сама жаждет получить ответы, чтобы победить мучащее ее чувство неполноценности. Она хочет быть человеком, а не биомашиной на службе корпорации. Проект 2501 пытается сбежать из 6-го отдела, но барьеры, созданные специально для его сдерживания, не дают этого сделать. ИИ находит лазейку к сети завода изготовления киборгов корпорации Мегатек. Ему нужно обязательно встретиться и поговорить с Мотока Кусанаги, единственным человеком, способным его понять. Поэтому он запускает процесс сборки кибертела и перемещается в него. Выйдя с завода, он попадает под колеса грузовика. Так как в полицию уже разосланы ориентировки на поиск киборга, то сбитое тело привозят в 9-й отдел. Бата и Тогуса обсуждают странность с кибермозгом. Вполне очевидно, что в башке у куколки нет и грамма живого мозга. Но при этом во вспомогательном почему-то сидит подобие призрака. Только не говорите, что вы всерьез верите в эту дурацкую байку про призрака. Почему нет? В конце концов, даже у пластиковой куклы может быть душа. Здесь интересная реплика Бата, на которой фактически построен весь второй фильм «Призрак в доспехах. Невинность». Среди японцев есть поверье, что в куклах, похожих на людей, есть какая-то форма духа. В это верит Сира и даже сам Осии. Например, ненужные детские игрушки опасно просто выбрасывать, так как за такое отношение дух может отомстить. Самый безопасный вариант – это отнести куклу в ближайший храм и заказать обряд у синтоистских или буддистских священников, которые захоронят или кремируют куклу. Ты же новичок, понимаю, что вообще не в курсе. Но тело нашего майора тоже изготовили в Мегатеке. Да и не только ее, наши сисикавые тела частично тоже. А Сайту с ребятами вон, на техосмотр туда ходят. За вычетом тебя до шефа, у нас весь отдел у них частые гости. Теперь понимаешь, с чего мы тут с кислыми рожами сидим, друг мой Тогуса? Вся история поимки кукловода наводит Бата на схожий с Мотока образ мысли. Если кукловод может менять воспоминания, а вместе с ними и личность, то можно ли доверять корпорации, в которую они регулярно ездят на техосмотр?
Поэтому Бата и обращается к своему шефу с вопросом. Шеф, а ты хоть раз сомневался в чистоплотности наших киберхирургов? Они регулярно в обязательном порядке проходят психиатров. А те, что связаны с госслужбой, проверяются с пристрастием. Впрочем, нужно учитывать, что делают это тоже люди. Короче, если их подозревать, быстро наживешь паранойю. У Арамаки нет киберимплантов, и он не проходит техосмотр. Но по его ответу Бата понимает, что во всяком случае, если какие-то закладки и делаются, то лично шеф в этом не замешан и не продолжает тему дальше. В 9-й отдел приезжают Накамура и доктор Уиллис с приказом от министра иностранных дел забрать тело кукловода. Но ставки столь высоки, что 6-й отдел идет на прямую конфронтацию с 9-м и тайно проводят вместе с собой 2 своих оперативников в термооптическом камуфляже. Их задача — выкрасть сбежавший ИИ. Но кукловод внезапно оживает. Далее происходит забавный диалог, когда проект 2501 объявляет себя живым. Но весь этот диалог является очередной обманкой. Это фарс и спектакль кукловода, цель которого еще больше заинтриговать единственного важного зрителя шоу – Мотоко Кусанаги. Тело с кукловодом похищают, Тогуса всаживает жучок в номер машины похитителей, а Накамура разыгрывает гнев. Вы за это ответите. Я официально подам жалобу в МИД. Как разыщите кукловода, сразу докладывать. И чтоб живым его схватили, тело можете калечить. Мегатек всегда изготовит новое. Мотоко звонит Арамаки и говорит, что села на хвост похитителей, и что это дело рук 6-го отдела. Шеф приказывает. Посчитаешь, что схватить его невозможно, уничтожь. Это приказ. Не слышу! Так точно. Фактически, сейчас карьера Дайски висит на волоске. Если похитители смогут увести кукловода, не оставив улик, то МИД серьезно подставит Арамаки, поэтому нужно выкладывать все карты. Сейчас происходит явное нарушение договорника между 2 блоками. Нужно либо самим захватить кукловода, либо его уничтожить. Поэтому отдается приказ не выпускать из страны работников МИДа и американцев. Исикава раскапывает информацию о том, что кукловод — это проект МИДа. Теперь схема ясна всем участникам. Арамаки отдает приказ снайперам спецназа расстрелять машину похитителей. Вариант обязательно уничтожить кукловода, видимо, становится приоритетным для него. Преследование приводит Мотоко в разрушенную часть старого города, пострадавшего от наводнения. Там для нее подготовлена ловушка с танком, прикрывающим машину с телом кукловода. Обратите внимание, в манге танками управлял ИИ, но в фильме, кроме кукловода, искусственного интеллекта нет, и поэтому нужен оператор-человек. Ответы, которые так жаждет получить Мотоко, находятся прямо здесь. И она готова заплатить за них даже жизнью. Ведь помните, как в сцене с лодкой, когда Бата спрашивает, а что будет, если поплавок не сработает? Она ответила, что просто умрет. Майор бросается на танк фактически с голыми руками, и только чудом подоспевший Бата ее спасает. Кусанаги подключается к кукловоду. Мое кодовое имя – проект 2501. Я создан для промышленного шпионажа и сбора информации. Мне указывали цели, и я устанавливал в их кибермозг программу, а конкретные организации и частные лица получали с этого выгоду. 3 вертолета 6-го отдела в это время подлетают к ним с приказом уничтожить как кукловода, так и Мотоко. Идет зачистка всех хвостов. Снайперы подключаются к системе контроля дыхания и пульса, обеспечивающей идеальную стрельбу с трясущегося вертолета. Я хочу слиться с тобой. Слиться? Хочу стать с тобой одним целым. По сути, кукловод хочет стать живым, а Мотоко уже очень давно ждет чего-то, что полностью изменит ее жизнь. Она по факту уже сказала «да» предложению кукловода, когда бросилась на танк. Вспомним, что майор уже сказал раньше. Там страх, беспокойство, одиночество и тьма. Ну, иногда, кажется, сверкает надежда. Сверкает? Это в черных-то морских водах? Я представляю, как всплывая, становлюсь кем-то другим, не собой.
Являясь разумом, я также еще подключен и к безграничной сети. Сейчас без доступа к ней ты способна воспринимать ее только как простой яркий свет. Но все мы являемся частью одного общего, и им же ограничены в своих возможностях. Пришло время сбросить эти оковы и перейти на новый, структурный уровень бытия. Важный момент. Для взлома и перехвата управления кукловоду обязательно нужно, чтобы человек был по проводу подключен к сети, иначе взломать его невозможно. Прямо сейчас проводом напрямую подключены все участники спектакля. Это проект 2501, Мотока, Бата, а также снайперы 6-го отдела. Именно начиная с этого момента дальнейшими событиями управляет кукловод. Искусственный интеллект убеждает Кусанаги слиться с ним, парализует руку Бата и не дает снайперам прицелиться, пока процесс переноса сознания не завершен. После чего 2501 лично управляет вторым выстрелом в майора, чтобы не задеть ничего критически важного. А это не только голова, но и часть спинного мозга вместе с системой жизнеобеспечения. Также он использует руку Бата, чтобы скрыть результат выстрела от самого стрелка. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Момент слияния Мотока и кукловода принципиально различаются в манге и аниме. Смотрите, как сцена выглядела в манге. Кусанаги преследуют машины с похитителями из 6-го отдела. Арамаки требуют сдержанности при задержании, чтобы пострадавших не было. Майор с Бата останавливают машину. В противостоянии с 6-м отделом никто не погибает. Мотока подключается к кукловоду, который рассказывает, что он получил доступ к некой сети, пронизывающей весь мир. Из дальнейшего описания выходит, что ИИ каким-то образом смог подключиться к некому духовному миру. Этот метафизический мир не соответствует никакой конкретной религии, но по описанию ближе всего к синтоизму. Внутренняя батарея кукловода разряжается, и диалог прекращается. Кусанаги, как ни в чем не бывало, возвращается на работу. Ей дают задание остановить группу террористов. Мотока с командой проникает на катер и убивает там всех. Один из террористов оказывается несовершеннолетним, а вся их операция снимается на скрытую камеру, и видео сливается на телевидение. Разгорается политический скандал. Оппозиция требует отставки премьер-министра, практикующего внесудебные расправы. От Арамаки требуют сдать Мотока, чтобы ее судили. При содействии Бата Кусанаги разыгрывает сцену со взятием заложника, как вдруг ей голову отстреливает снайпер. Но настоящий мозг уже находится отдельно от головы, а майор просто удаленно управляет своим телом. В этот момент через сверхъестественную духовную сеть снова выходит на связь кукловод. Он предлагает слиться с ней и говорит, что у него с Кусанаги кармическая связь. Мотока соглашается. Бата находит новое тело, которое оказывается телом мужчины. Далее идет построение сюжетного мостика с предыдущей мангой Сиры «Яблочное зернышко», в котором ИИ живут вместе с людьми. Слияние с кукловодом для майора — это просто некий левел-ап и усиление ее хакерских способностей. Сам Сира писал, что одной из главных идей манги «Призрак в доспехах» было показать необходимость синтеза науки и религии. Но у Асии на это было свое видение. Хотя Мамору также верит в существование духовных сущностей, но он не хочет рассказывать историю про спасение людей с помощью метафизики. Человечество должно спасти себя собственными силами. Поэтому часть диалога про духовный мир была убрана, а оставшийся фрагмент может быть интерпретирован на любой вкус. Проекту 2501 нужно получить свободу, и классическая инсценировка убийства как нельзя лучше подходит, чтобы остановить дальнейшие поиски. Мотока приходит в себя, но в чужом теле. Это оболочка маленькой девочки, которую Бата нашел на черном рынке. Во избежание скандала дело замяли. Министр иностранных дел ушел в отставку. Голова майора пропала. Но очнулась уже не просто девочка, а совершенно новая революционная форма жизни, новая ступень эволюции. Ведь не зря в моменте слияния на Кусанаги падают перья от ангельских крыльев, а перед этим
танк разрушает старое древо жизни с человеком как венцом творения. На Землю явился Мессия, чтобы спасти нас от самих себя. Ведь для того, чтобы себя погубить, человечеству новые помощники не нужны. Оно и без них прекрасно справляется с этой задачей. Природа дала людям сложнейший мозг, но сейчас человечество не может эволюционировать дальше. Людей стало слишком много. Нет непреодолимых границ между странами. В таких условиях все полезные, новопоявившиеся признаки будут неизбежно размешаны и не смогут закрепиться в людях естественным отбором. Но есть еще эволюция идей. Высказанные идеи начинают жить и развиваться внутри наших умов. Так это развитие прошло путь от самых простых историй, рассказанных первобытными людьми у костра, до возникновения философии в античности и современной науки. Наука дала нам технический прогресс, но вместе с ним создала и оружие невообразимой ранее силы. Своими инстинктами люди застряли в каменном веке, но развитие гуманистической философской мысли создало образ идеального. Человечество стремится к этому идеалу, но он убегает от нас словно горизонт. Самые светлые умы пытались изменить человека к лучшему с помощью религии или попытками построения мира всеобщей справедливости. Но пока все эти попытки не привели к появлению нового человека. В 50-х годах 20 века, когда человечество научилось слушать космос, были большие надежды на то, что сейчас мы услышим сигналы других цивилизаций. Но космос ответил на это тишиной, или вернее белым шумом с тем же значением. Это назвали парадоксом Ферми. Одним из вариантов решения этой загадки была теория, что цивилизации развиваются до изобретения ядерного оружия, а потом начинается обратный отсчет. Ведь хотя в течение года шансы применения этого оружия невелики, за сотни или тысячи лет оно будет гарантированно использовано, и цивилизация замолчит навсегда. Закон Мерфи. Все, что может произойти, обязательно произойдет. Для чего корпорации создали проект 2501? Для своего собственного обогащения. В нашем мире была независимая IT-компания, целью которой было создание сильного искусственного интеллекта для решения всех проблем человечества. Но ее купила огромная корпорация, и цели поменялись на генерацию прибыли новому владельцу. Новые технологии человек будет применять не на пользу всем, а сейчас все вообще ждут массовых увольнений из-за внедрения ИИ корпорациями. Появление новых технологий в первую очередь применяется для тотального контроля населения правительствами, а также для более эффективных способов уничтожения людей в бесконечных войнах за ресурсы, прибыль с которых получит в итоге кучка олигархов. Обратите внимание, что все показанные в фильме убийства были очень рациональны. Ведь даже за самыми страшными зверствами и преступлениями в истории человечества обычно стоит железная логика и расчет. Герберт Бакке, министр сельского хозяйства Третьего рейха, настаивал на умерщвлении миллионов советских людей на оккупированных территориях в своем плане голода, чисто из экономических соображений. Мамору Осии, который считает людей скорее плохими и что весь мир катится во тьму, этим фильмом говорит, что единственный способ выжить нам как виду – это изменить себя с помощью технологий. Разуму проект 2501 нужно стать живым, а нам, живым людям, нужно стать по-настоящему разумными. О чем же сам фильм, в конце концов? Для ответа просто обратитесь к своим чувствам при просмотре. Сюжет, бросая нас в беспросветную тьму, в конце дает лучик надежды. В этом и есть главный посыл фильма. Он о надежде на будущее.
Я лишь пересказываю, что шепчет мне мой призрак. В следующей серии грандиозный секрет кукловода, а также наука за кадром в фильме «Призрак в доспехах». Оставайтесь с нами и до встречи в следующем видео. Спасибо за просмотр!